5 минут невесомого хаоса. Да-да. Привет. Меня зовут Тимон. Я кот. Да-да, самый обычный кот. Хотя в нашем доме все давно уже пошло не по-человечески. Я живу у профессора Гравицкого. Знаете, такого рассеянного, с седыми вихрами и вечным запахом бобов и микросхем. Он весь день что-то изобретает. И часто зря. Но вот однажды... Это случилось в понедельник. 9:42 утра. Профессор как раз завтракал. Я спал на подоконнике. И тут... Бац! Что-то щелкнуло в его лаборатории. И хоп! Гравитация исчезла. На ровно 5 секунд. Но какие это были 5 секунд? Первое, что случилось, яйца, которые профессор взбивал на омлет, улетели к потолку. За ними сковорода, а за ней он сам. Я вжался в подоконник, но подоконника уже не было. Я парил в воздухе, вращаясь вокруг себя, как пушистый астероид. За окном в небе закружились голуби и газеты, как в сумасшедшей воронке. Мама с коляской за окном медленно поднималась над тротуаром вместе с коляской и криком «Кто выключил гравитацию?» На пляже в Рио-де-Жанейро волна взмыла вверх, словно морской дракон, и застыла. Где-то в Альпах коровы зависли над пастбищами, разинув рты. Облака начали расползаться, теряя форму. Ведь даже воздух перестал весить. А на МКС, кстати, никто ничего не заметил. Они и так там всегда парят, баловни науки. Я попытался мяукнуть, но звук ушел вверх в виде пузыря, как будто он сам удивился. «Стой!» – заорал профессор. «Это же мой гравитоломатор! Он сработал, но не должен был!» А через 5 секунд все рухнуло. Сковорода влепилась ему в лоб. Я приземлился в миску с кефиром. Газеты на провода. Коляска мягко опустилась на землю. Голуби... но они в воздухе и были. Мир вздохнул, как после чиха. Профессор потом объяснял мне, коту, между прочим, что гравитация – это такая штука, которая не дает нам взлететь к потолку. Она держит нас на планете, а планету – на орбите. Все, что имеет массу, притягивает другое. Даже я, пушистый, притягиваю только слегка. Он говорит, если бы гравитация исчезла не на 5 секунд, а, например, на 5 минут, мы бы улетели к чертовой бабушке, то есть к ближайшей звезде. А океаны всплыли бы в космос, как гелиевые пузыри. Спутники сбились бы с курса. Планета, потеряв центр притяжения, начала бы разваливаться на молекулы. Молекулы, в свою очередь, на атомы. А атомы... Ну, вы поняли. А все почему? Да потому что гравитация – это клей Вселенной. Впрочем, профессор сказал, что он починил гравитоломатор. И теперь
такого больше не повторится. Наверное. Хотя... Эй, почему снова парит чайник? И запомните, дети, никогда не оставляйте кота рядом с кнопкой, на которой написано «Отключить все силы Вселенной». Пока. Мяу.